Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень пышный и ароматный торт без выпекания. Банановый неженка. Торт сборный, и в этом рецепте даже не понадобится духовка, так как песочную основу я готовлю из молотого печенья. Пышное банановое суфле с банановой начинкой. Получается настолько нежное, что название идеально соответствует этому десерту. Торт относится к категории вкусные и муссовые десерты без выпекания. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Для коржа в молотое печенье добавляю какао-порошок, ванилин и корицу. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в песочной основе. Вливаю растопленное сливочное масло. Перемешиваю, чтобы масло полностью разошлось в песочной основе. Правильно приготовленная песочная основа при сжатии в кулаке держит форму. В разъемную форму выкладываю всю песочную основу. Распределяю крошку по форме. Тщательно утрамбовываю песочную крошку, чтобы сформировался устойчивый песочный корж. Убираю форму с коржом в морозильник. В сливки добавляю сметану и сахарную пудру. Вымешиваю миксером до получения слабых пиков, которые не должны держаться на венчике. Правильно вымешанная сливочная смесь напоминает густой йогурт. Именно такая консистенция сливочной смеси гарантирует устойчивое и стабильное суфле в торте. Банан разрезаю на небольшие фрагменты. Равномерно распределяю банановые заготовки по коржу. Разрезаю второй банан на фрагменты. Перемалываю банановые дольки в кашицу с помощью вилки. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует снимать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я всегда тестирую на своей кухне. Выкладываю банановую кашицу в сливочную смесь. Недолго перемешиваю миксером. Добавляю растопленный желатин. Перемешиваю миксером, чтобы желатин полностью разошелся в сливочно-банановой смеси. Все особенности по желатину смотрите в рекомендациях. Для удобного извлечения торта из формы устанавливаю ацетатную ленту внутри самой формы. При отсутствии ацетатной ленты обтяните форму пищевой пленкой. Вливаю всю сливочно-банановую смесь в форму. Убираю форму с тортом в холодильник минимум на 3 часа. Для глазури в сахар добавляю какао-порошок. Перемешиваю ингредиенты. В сотейник с молоком всыпаю всю сухую смесь. Помешиваю на среднем огне до закипания. Как только глазурь закипела, убавляю огонь до минимальной мощности и увариваю ровно 5 минут. Переливаю шоколадную глазурь в отдельную емкость. В горячую глазурь добавляю набухший желатин. Перемешиваю. Выливаю горячую глазурь на холодное суфле. Равномерно распределяю шоколадную глазурь по сливочному суфле. Убираю торт в холодильник минимум на 2 часа. Извлекаю разъемное кольцо, снимаю ацетатную ленту. Торт банановый неженка — это настоящий праздник для любителей бананов и десертов с бананами. Особенно гармоничное сочетание бананового суфле с зеркальной глазурью придает этому десерту интересный вкус. Суфле настолько пышное и нежное, что чем-то напоминает торт птичье молоко, только с ярким вкусом банана. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.